Доброго времени суток, уважаемые подписчики канала Таро в помощь. Дорогие мои друзья, сегодня снова с вами я, бабушка из Ростова-на-Дону, рада вас приветствовать на своем канале Таро в помощь. Дорогие мои, сегодня я хочу предложить вашему вниманию первый вариант мини-раскладика, который называется «Стучит, гремит, на порог вступает, все покрывает». Итак, давайте смотреть, что же нас такое интересно ожидает вот в наши такие с вами гадания, посвященный Рождеству. Вы знаете, рождественские святочные гадания. Итак, стучит, гремит, на порог вступает, все покрывает. Итак, стучит. Гремит. На порог вступает. Ух ты! И все покрывает. Так, ну что, мои дорогие, давайте смотреть. Все по порядочку, да? Так, ну что у нас тут стучит? Давайте смотреть. Ну вот, видите, ситуация у нас следующая. Значит, конечно, вы очень мечтательный человек. Немножечко вы себе представляете все не так, как оно есть на самом деле. И из-за этого, конечно, у вас получилась ссора. И человек у вас вышел из отношений, видите? Собственно говоря, вы уже вспоминаете об этом. Здесь по шестерочке кубков идут воспоминания об отношениях. То есть отношения в сущности были расторгнуты из-за вашей спешки, из-за вашей слишком чрезмерной фантазии, которая у вас, в общем-то, тут необузданная, и вы каким-то образом, в общем-то, может быть, вы предъявляли какие-то личные претензии, может быть, вы о чем-то мечтали. Знаете, как девушка встречается с парнем и говорит: так, а как мы первого сына назовем? А как мы назовем первого внука? Понимаете, тут очень как бы-то большие фантазии с вашей стороны. Здесь лучше бы немножечко пореальнее побыть на, как говорится, почве вот этих действительно происходящих фактов, чем вот так вот фантазировать. Эти фантазии завели достаточно далеко. У вас получилась междоусобица, то есть вы начали спорить на какую-то тему, и человек вышел из отношений, да, здесь. Ну и, конечно, теперь воспоминания идут об этом. Ну что, вам достаточно тяжело это далось. Посмотрите. Собственно говоря, почему? Ну, потому что слишком большими были фантазии. Нельзя так фантазировать, дорогая моя, нельзя. Просто нужно смотреть реально, фактам в глаза. Если у человека есть жена, значит, он женатый. Если у человека есть какие-то обязательства, значит, они существуют. Или вы их воспринимаете, или вы просто-напросто не затеваете отношений с этим человеком. Понимаете? Вот такая ситуация. Ну что здесь? И, конечно же, какое-то новое начало. Ну тут уж обязательно оно неизбежно. Видите, что у нас тут стучит? Ну, что у нас тут гремит? Давайте посмотрим. Что у нас тут гремит?
Ну вот скандал у вас был, да, вот эта междоусобица, которую я, в общем-то, уже упомянула, да, здесь вот. И она здесь вылилась, конечно, в башню. То есть это, конечно, все, вот эта междоусобица, начался скандал, и он попал медленно, плавно перешел в разрушение отношений. Ну что здесь произошло? То, что человек ушел в какие-то другие отношения, и вы остались одна. Вы остались одна. Почему? Потому что здесь, ну, такая ситуация, которая вам очень неприятно. Вы тут еще должны разобраться с самой собой. У вас тут, конечно, это все не по совести, конечно, это все непорядочно, я бы сказала, да, так повернуться просто и уйти, да, к другим берегам. Ну, как бы то нехорошо. Очень нехорошо поступил молодой человек. Но здесь может быть и какой-то, значит, человек, который очень большого о себе мнения. Может быть, у него действительно есть какой-то потенциал, но здесь он выпал как император. А император всегда человек, который несет ответственность. Но здесь вот как раз-таки в плане ответственности наши современные императоры, они что-то как-то не достают, не знаю. Понимаете? Как-то, я бы сказала, гордыня есть, а совести нету. И вот это вот сочетание бессовестности с гордыней, оно и получается вот этот вот коктейль, да, такой вот гремучая смесь. И человек повернулся и ушел. Ну и здесь, конечно, очень неприятный осадок остался, да, неприятный. Ну давайте смотреть дальше. Что же у нас дальше? Значит, здесь на порог вступает. Это то, что сейчас произойдет. Очень скором времени, обратите, пожалуйста, внимание, откуда-то, я бы сказала, из другого города, или хотя бы из другого района города, или из другой квартиры, или откуда-то из другого, появляется, приезжает к вам кто? Да вот он, пожалуйста, король. Вот он, едет к вам король, спешит к вам король. Для чего? Ну, чтобы сказать вам о том, что вы избранница его сердца, вот, и что он сделал выбор в сторону семьи, да, очень интересно. Тут прям чуть ли не предложение руки и сердца, я бы сказала. Ну что ж, только предупреждаю, пожалуйста, слишком эмоциональных слушателей. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что это расклад общего характера. И это не значит, что, значит, у меня сейчас прямо здесь и сейчас должно состояться предложение руки и сердца, и что у кого-то да, сбудется однозначно, но у кого-то и нет. Почему? Потому что это расклад, еще раз повторяю, общего характера. Это такой спонтанный раскладик по заявке Вероники из города Краснодара. Но вот так вот у меня выпало, вы видите, да? Ну и что? И конечный наш результат: на порог вступает, стучит, гремит, на порог вступает, вот, и все покрывает. Значит, на порог вступит наш король, то есть он прибудет, вот как-то так, да? Я бы сказала, что это в течение 3 месяцев, потому что вот 1 месяц, вот 2 месяц, вот 3 месяц, а это уже 4 месяц. Ну и чем покрывает? Давайте смотреть. Все покрывает чем? Ну, в общем-то, вы получите какое-то известие от какой-то женщины, которая вам расскажет о чем-то интересном, даже очень. Но у вас, к сожалению, связаны руки. Вы не можете действовать. Почему? Потому что здесь у вас какие-то убеждения есть. Понимаете? Насчет этой данной ситуации. Да вы вообще не готовы. Я бы сказала, вы не готовы. Ни к серьезным отношениям вы не готовы, ни к каким-то принятием каких-либо решений. Здесь еще одна женщина. Ну, то есть у вас может быть 2 подруги, которые пытаются вас
как-то уговорить что-то сделать, да, допустим, поезжай к нему, разберись, или поезжай к нему, вдруг, приезжай, посмотришь, с кем он живет, или там как-то такое, понимаете? Но, то есть они вас призывают в сущности совершить какой-то поступок, который был бы немножечко с хитрецой. Но у вас, к сожалению, ваши вот эти вот нравственные позиции, они не дают вам воплотить это в жизнь. И, конечно, еще раз повторяю, что вы прежде всего не готовы к ответственной семейной жизни. Вообще ни к чему сейчас пока не готовы. Почему? Потому что у вас был вот этот вот довольно неприятный разрыв, вот он, который спонтанно произошел, я бы сказала. И вы после этого еще страдаете. Ну и, конечно же, здесь все мутно и вообще все неприятно. И поэтому вы еще не готовы к каким-либо серьезным отношениям. Что же это за король? Что же здесь произойдет? Ну, я вам советую прежде всего, конечно, обратиться за личным раскладом. Цены вполне нормальные. И вполне можно себе позволить раз в год хотя бы на святки, хотя бы под Рождество сделать вот такой вот раскладик. Это у меня 2 счета для пожертвований для бездомных животных и птичек типа воробья и голубя, да, которым мы кормим. Синички, бывают, прилетают. И вот эти вот пожертвования. Еще раз благодарю Лилечку из города Казани за пожертвования, регулярные пожертвования в фонд помощи и защиты бездомных животных. Милая Лилечка, счастья, здоровья, всего самого хорошего вам, моя хорошая девочка, моя дорогая. Ну что ж, на этой благочестивой ноте заканчиваем нашу передачу. Смотрите еще несколько вариантов этого же раскладика. Он у меня выйдет еще в эфир. Несколько вариантов. Это у меня первый вариант, но у меня еще выйдет несколько штук. Пока-пока. Всего вам доброго, всего хорошего.